Друзья, всем привет! Доброе утро! Вы на канале Мотосанчо. Начинается новый день. День рабочий. Сейчас 7 часов утра. И вы только посмотрите, какой мотоцикл ночевал сегодня у нас под окнами. Мой друг Алексей едет из Братиславы своим ходом в Беларусь, в Гомель, на Днепре. И заехал сегодня переночевать у нас, восстановить свои силы и техническое состояние мотоцикла поправить, поскольку есть нюансы. В дороге умер генератор. Не буду вдаваться в подробности. Лешка сам вам все потом расскажет. Ну а мы с вами поехали. Работа не ждет. Загружаемся в машину. И темой этого видео будет неисправность системы отопления автомобиля Honda FRV. Думаю, во многих Хондах эта система будет похожей. Уже вчера, возвращаясь с работы, я заметил какую особенность. Включаем зажигание. Смотрим на наш пульт управления системой климат-контроля. Он здесь простой, однозонный, но тем не менее работает. Так, ну допустим, включим обдув лобового стекла в авторежиме и добавим оборотов вентилятора. Слышите? То, что гудит, это вентилятор кондиционера. Мы его можем выключить полностью. А вот то, что не гудит, абсолютно не гудит, независимо от уровня скорости и оборотов, это как раз вентилятор печки. То есть печка работает, но воздух через нее не идет. Была уже у меня такая ситуация зимой в самый-самый мороз. Ладно, давайте прогреваться, и надо выезжать. Так вот, была у меня такая ситуация зимой в самый-самый мороз. По местным меркам это минус 15, уже очень холодно считается. Сначала моторчик печки начал потрескивать, пощелкивать, просели обороты, а затем он полностью остановился. Я тогда разобрал печку, достал вентилятор, продул его от пыли щеточной, посмотрел на состояние щеток, коллектора, и оказалось, что в этой системе изнашивается коллектор быстрее, чем щетки. Щетки еще как новые, но по коллектору уже была выработка больше миллиметра, а там всего этих пластин, ну, максимум миллиметра 2. Тогда почистил наждачкой, смазал все втулочки, подшипники и решил, что до лета доработает. Оказывается, вот нет, до лета мы не дотянули. За бортом сейчас плюс 7, соответственно, в машине тоже плюс 7. И главный, пожалуй, дискомфорт, видите, потеют окна. Пропускаем пешеходов. К слову, о дорогах. Можете сами видеть, как после зимы все потрескалось. Ямы. Привычная нам картина. Похоже на то, как дома обстоят дела. Но уже и ремонт дороги начался. Я так понимаю, ежегодный. Часть дороги перекрыли. Срезали асфальт, а под ним кирпичная кладка елочкой. Практически паркетный рисунок. Очень необычно. И возвращаясь к теме нашего повествования. В этот раз ремонтом вентилятора печки я решил не заниматься, не продлевать его агонию, поскольку без замены коллектора это малоэффективно.
И вчера вечером заказал на Allegro новый вентилятор. Стоил он 130 злотых. Это грубо так около 30 долларов. Ну или евро. Если сегодня доставят, то будем менять, поскольку очень уж неудобно без печки ездить. Ноги мерзнут. Ну а сейчас за работу. И вот на часах 16 с копейками работа с чужими машинами закончилась, и начинается самое интересное — работа со своей машиной. Дело в том, что мне доставили курьером тот самый вентилятор печки. Вот что хорошо здесь поставлено, так это доставка. Очень часто ты заказываешь запчасть, и завтра тебе ее привозят или в почтомат, или курьером доставляют туда, где ты находишься, или домой, или на работу. Тебе звонят, спрашивают, где вы, куда вам подвезти. В общем, здорово. Так все было классно упаковано, что еле достал. Отправляем коробку назад, чтобы она нам тут не мешала. Ну и посмотрим на нашу добычу. У нас есть вентилятор. Качество изготовления визуально неплохое, хотя заветной надписи Honda нигде не видать. Ну, понятно, китайский аналог. Ладно, за эти деньги пойдет. Осталось убедиться, что это именно тот вентилятор, который нам нужен, а для этого достанем старый. Он у нас находится вот здесь, над ногами пассажира, под бардачком. Добавлю немного света. Вот, видите, здесь заканчивается бардачок, а здесь начинается декоративная пластиковая накладка. Просто ее берем и тянем, она на защелках. Сверху плохо тянется, может снизу. О, да, снизу лучше. Есть. А вот и сам вентилятор. Он, как видите, прикручен к корпусу 3 винтами под крестовую отвертку, а под ним еще какой-то электронный блок. И я боюсь, что вентилятор не выйдет, даже когда мы его открутим. Там ведь сверху крыльчатка, сам пропеллер. Значит, придется и эту электронику тоже снимать. Четыре гаечки под ключ на 10, и мы достаем, что-то достаем. Я даже не знаю, что это такое. Может быть аудиосистема, а может мозги всей машины. Не хочет выходить. Иди сюда. О! Познавательных знаков не очень много, зато очень много проводов. Ладно, в сторону отвели, не мешает, и отлично. Здесь можем откинуть воздуховод. Я так понимаю, он идет на охлаждение электродвигателя и питание. Наконец, винты крепления вентилятора тоже сдались, и мы его извлекаем. Знаете, здесь тоже нет надписи Honda. Вполне возможно, что он уже менялся.
Здесь я сверлил отверстие, чтобы добраться до подшипников или до втулок, подать туда смазку. Без этого он зимой не хотел работать. Ну так-то вращается. Сам электродвигатель сдох. Смотрим. Похож. Направление крыльчатки такое же. Визуально посадки. Да, все похоже. Будем устанавливать. Ну вот, вентилятор на месте, питание подключено. Думаю, стоит проверить, прежде чем продолжить сборку. Так. О! Жужжит. И чувствуется, дует. Хорошо дует. Хотя звук работы отличается. Может быть, это еще не притертые, не приработавшиеся щеточки. У этого именно какое-то жужжание присутствует. Ну и ладно. Притрется. Все, собрал, дожал. Кстати, металлическое крепление этого электронного блока, кажется, дребезжало на ямах, а теперь не будет. Что делать со старым вентилятором? Даже не знаю. Может, как-нибудь на работе разберу, посмотрю, что там внутри. А сейчас поедем домой. Еще разок проверим. Дует? Супер! Заскочил по пути на заправку, надо пополнить запасы газа. Топливный бак бензиновый я держу полным, а газа хватает где-то на неделю. В таком режиме с работы на работу, в магазин, по делам куда-нибудь. Да, около недели. Вошло грубо 31 литр, 85 злотых. Цена дешевая. В этом году газ даже зимой не поднимался. Ниже 3 злотых держится. А вот глядите, какое интересное место. Затяжной спуск, в самом низу поворот, и ты накатом идешь с горочки. И даже если не добавлять газу, уже едешь около 60. Меня неделю назад здесь остановили полицейские и выписали штраф. Оказывается, это населенный пункт, и здесь действует ограничение 50 км в час. А я ехал 63. 100 злотых и 2 пункта карных из 24 возможных. Они действуют год, потом обнуляются. 24 желательно не набирать. А вот, кстати, что приятно отличает весну от зимы. Закат. Я уже работу закончил и с машиной повозился, и до дома почти доехал, а все еще светло.
пожалуй, и все на сегодня. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.